Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Проект Forex Times, я Дэн Стрелков, и, как всегда, приглашаю вас в комьюнити Forex Times, в котором вы познакомитесь с комплексным анализом финансового рынка Форекс и не только. Пройдете обучение, и, конечно же, я не обещаю вам профит ежемесячно в размере 50% или 60%. В эти сказки верить не нужно, но я вам обещаю, что вы как минимум перестанете проигрывать свои депозиты в ноль и как максимум начнете стабильно зарабатывать от 5, скажем, до 10% в месяц при риске от 1 до 1,5% в каждом ордере от баланса своего торгового счета, поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, вы найдете в нем очень много интересного и, главное, полезного. Прогнозы, торговые сигналы, обучение, чат, консультации, приходите. Причем начинается лето, наконец-то будет скоро уже очень тепло, поэтому настроение хорошее. И я объявляю первую неделю лета 50% дисконт на тариф подписки Lifetime. Подписывайтесь по тарифу Lifetime, присоединяйтесь к комьюнити Forex Times навсегда с дисконтом 50%. Найдите мои контакты, пожалуйста, в описании к данному видео. Буду рад с вами пообщаться. Ну что же, сегодня традиционно три торговых инструмента: евро, золото, и бонусом будет австралийский доллар, так как это один из самых перспективных торговых инструментов на предстоящую торговую неделю. И начинаем с евро. Коллеги, по евро ничего не изменилось. Я не могу пройти мимо 14 524 контрактов в put. Это месячные контракты. Соответственно, при снижении цены к данным контрактам буду рассматривать исключительно покупки. Если вас интересует уровень, то я скорее скажу вам диапазон 1.1490, 1.15. Вот из этого диапазона, в принципе, можно начинать уже рассматривать покупки в направлении какого уровня, вероятно, вас интересует. И я подозреваю, что на данный момент это уровень 1.2190, либо 1.22. Там тоже небольшой диапазон в 10 пунктов. Конечно же, коллеги, цена может в данный момент резко полететь вверх, и никакой коррекции не будет. Но здесь есть один нюанс, я прекрасно понимаю, и вы прекрасно это знаете. Я знаю, что вы это знаете, что волновая теория Эллиотта — это искусство натягивания совы на глобус. Но нам с вами в данный момент необходимо натянуть сюда какой-то импульс, потом после коррекции натянуть далее импульс. Далее импульс натягивается запросто. Но натягивается ли так? 56 не натягивается. Сюда начальный диагональный треугольник, вот сюда не натягивается, потому что волна номер один меньше, чем волна номер 3, а по правилам должно быть все наоборот. Что самое интересное, волна номер 5 тоже меньше, чем волна номер 3. И, казалось бы, это мог бы быть классический пятиволновой импульс. Но в пятиволновом импульсе волна номер 4 не может поглощать максимум волны номер 1. Поэтому для меня здесь импульса как такового нету, поэтому я и рассматриваю вход в рынок на покупку исключительно после коррекции к очень крупному скоплению опционных контрактов в put. А вы знаете, что опционными контрактами на Чикаго лучшие из лучших в мире хеджируют свои фьючерсные контракты. Путами хеджируются фьючерсы на покупку. Поэтому я представляю себе
Если здесь, в принципе, можно нарисовать почти даже не почти, 1,5 миллиарда американских долларов в опционных контрактах в пут, то фьючерсов здесь будет на миллиардов 5. Я думаю, что на миллиардов 5 фьючерсные контракты на покупку как минимум остановят снижение, ну а вообще по-хорошему развернут рынок вверх. Золото. Ну, по золоту все-таки предполагаем, что наконец-то коррекция закончилась, и у нас начался импульс, и, в принципе, импульсное движение даже очень неплохо себя чувствует. И после коррекции можно рассматривать продолжение роста. Причем, по-моему, на прошлой лекции я вам рассказывал, что именно ожидаем еще снижение, после чего будем покупать в комьюнити. Мы, соответственно, этим и занимались на текущей неделе. И, уважаемые коллеги, да, действительно, есть еще мнение о том, что цена на золото еще может все-таки упасть. Но, есть но. Помните, у нас здесь было 8 миллиардов долларов в опционных контрактах Call, потом 1,5 миллиарда. Это все осталось, все это на данный момент актуально, но появилось еще 1 174 000 000, но это не самое главное. Появилось еще 10 миллиардов долларов. Вот здесь у нас 9,5. И здесь еще 10 миллиардов долларов. Итого у нас почти 20 миллиардов долларов находится в этом диапазоне. Это не то, что много. Это это такое слово подобрать, чтобы не матерное получилось. В общем, очень много. 20 миллиардов долларов – это действительно очень много. И рассматриваем исключительно рост в направлении уровней. Первый уровень – это 5000, второй уровень 5, пускай будет 200, и третий уровень 5335, 5340. На каком из уровней произойдет остановка и разворот, я сказать точно не могу. По той простой причине, что пока не было тут 10 миллиардов, то вот 8 миллиардов долларов это и был тот уровень, от которого цену можно как минимум корректировать. Но появилось 10 миллиардов, и теперь не очень понятно, а дойдем ли мы до 8 миллиардов на самом деле. Но в любом случае, уважаемые коллеги, еще раз подчеркну, собственно, после коррекции можно покупать. Кстати говоря, если обратиться к волновой теории Эллиотта, здесь такое ощущение, что коррекция уже могла и начаться, собственно, раз, два, три, четыре, пять. Мы получаем коррекцию, после чего импульс, коррекция, и можно выставлять отложенные ордера buy stop. Либо, конечно же, если вы любите рисковать, то можете входить в рынок, натянув сетку Фибоначчи, можете входить в рынок в диапазоне 50%, 60%, а 1,8% Фибоначчи. Вот, собственно, по золоту, в принципе, и все. Рассматриваем исключительно покупки, даже если цена обновит минимум, и мы все от этого обалдеем, то 20 миллиардов долларов пока еще никуда не денутся. И австралийский доллар, как я обещал, друзья, по-прежнему остается очень актуальные уровни у нас. 73.50, вы видите 7398 контрактов call, уровень 75, 8698 и уровень аж 78, 8000 контрактов. Это экспирация ближайшая, которая у нас уже будет там 5 июня. У нас 5 июня, по идее, пятница. И казалось бы, что все эти контракты исчезнут, но на самом деле нет. Если мы посмотрим следующую экспирацию, я сейчас включать не буду, но можете мне на слово поверить, на уровне 0.78 еще на экспирацию
которая будет 2 июля. 4000 контрактов уже наверху есть. Однако здесь есть большое но с этим торговым инструментом. Первое но. Нет, давайте сначала я объясню, почему хорошо покупать. Вы знаете, что разница процентных ставок между валютами в торговом инструменте очень часто, в подавляющем большинстве, играет в сторону или на пользу той валюты, где процентная ставка больше. В 2026 году Резервный банк Австралии повысил ставку уже трижды. По-моему, это было в феврале, марте и мае. И в данный момент ставка Резервного банка Австралии 4,35%, а в США диапазон 3,50-3,75%. Процентная ставка в Австралии больше, следовательно, покупая австралийский доллар, мало того, что у нас торговый инструмент растет и мы получаем прибыль, мы также получаем положительный своп, коллеги. Каждые сутки нам начисляется своп, а со среды на четверг в тройном объеме. Вы знаете, в тройном объеме из-за того, что в субботу и воскресенье рынки закрыты. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, рост процентной ставки в США на данный момент расценивается практически как 0%. Потому что Трамп уже аж чуть не пищит там, что давайте снижать процентную ставку, хотя снижать ее в данный момент нельзя из-за сильного инфляционного давления, а Трамп, скорее всего, кричит об этом из-за того, что торговый баланс между Китаем и США очень отрицателен у США, зато очень положителен у Китая. Ну, разумеется, из-за курсов юаня и доллара. Поэтому Трамп очень хочет снизить американский доллар, снизить свою национальную валюту. Конечно, он это рассказывает переживаниями и беспокойством о гражданах, чтобы снизить процентные ставки, чтобы кредиты стали для бизнеса более доступны, чтобы образовались новые рабочие места, и все такие счастливые и сказочно богатые. Но на самом деле он не хочет снизить свой доллар. Он бы этого с удовольствием не делал, если бы Китай поднял бы курс юаня. А они уже этого делать не хотят, потому что в 2026 году, в начале, они это уже сделали. И сейчас не хотят они дальше усиливать свою национальную валюту, потому что они прекрасно понимают, что очень сильно пострадает экспорт. А Китай это экспорт прежде всего на весь мир. Поэтому, друзья, что касается ставок в США, пока снижать смысла большого нету и повышать тоже, в Австралии то же самое. В Австралии на фоне роста инфляции наблюдается падение спроса. А это очень интересный момент, который называется стагфляция, потому что вы прекрасно знаете из первого курса экономики, что если у нас спрос растет, растет и цена, если спрос падает, цена растет. А в данный момент наоборот. Спрос падает, а цена растет. И, следовательно, повышать или понижать процентную ставку Резервный банк Австралии тоже, скорее всего, не будет. Поэтому разница в процентных ставках останется в пользу австралийского доллара, поэтому покупать это хорошо. Но, внимание, но, как и по евро, где я говорил о том, что очень хорошо дождаться падения и купить, так и по австралийскому доллару. В данный момент есть два нюанса, о которых необходимо сказать. Первый нюанс – это данные комиссии по торговле товарными фьючерсами. Мы видим уменьшение покупателей на 25% за, сейчас я вам покажу, за период, когда
австралийский доллар рос. Вот за этот период мы видим рост австралийского доллара, но данные указывают на уменьшение покупателей на 25%. Правда, в среду, в четверг и в пятницу мы увидели как падение, так и продолжение роста. Но самое главное – это найти сейчас здесь импульсное движение. Вот, скажем, по этим двум точкам, либо где-то здесь. По-моему, очень тяжело, да, абсолютно верно, очень тяжело найти импульсное движение, ну, скажем, вот здесь, где у нас зигзаг. Вот здесь тяжело найти. Ну, здесь, может быть, как-то можно натянуть сову на глобус. Но, опять же, достаточно тяжело. Это первый момент. А второй момент – это показания толпы. Друзья, это стакан ордеров брокера Оанда по австралийскому доллару. И вот слева мы видим отложенные ордера. И вот эти отложенные ордера в подавляющем большинстве внутри себя скрывают стоп-лоссы покупателей. Стоп-лоссы покупателей. И это очень интересный момент. Посмотрите, насколько большой объем. Вот это ордера buy limit. Это лимитные покупки покупателей. А это ордера, которые, еще раз подчеркну, внутри себя в подавляющем большинстве скрывают стоп-лоссы покупателей, потому что в меньшем количестве здесь находятся отложенные ордера sell stop на продажу. Так вот, если бы я был умными деньгами, и мне необходимо было войти в рынок, я бы дождался снижения стоимости австралийского доллара к уровню, скажем, 70-80 или 70-70, чтобы сожрать всю эту ликвидность и развернуть рынок вверх. И более того, посмотрите, пожалуйста, это открытые ордера уже в рынке. В данный момент покупателей 62%, продавцов, соответственно, 38%. Если будут сожраны стоп-лоссы покупателей, прошу прощения, это продавцы, это покупатели, да. Если будут сожраны стоп-лоссы покупателей, покупателей станет меньше, ну, скажем, их станет 30%, а продавцов 70%. Шикарный, шикарный момент для того, чтобы покупать, работать против толпы. Друзья, ну вот все факторы говорят за то, что данный торговый инструмент покупать это очень хорошая идея. Однако цена может взлететь вверх запросто, господи, в самом начале недели. Поэтому как советую поступить? Вы можете войти в рынок на открытии, сегодняшнем ночном открытии рынка, купить со стоп-лоссом пунктов 100 и take profit на уровень 0,75. Соотношение стоп-лосса к take profit у вас будет 1 к 3, если стоп-лосс вы поставите 100 пунктов. Take profit, соответственно, будет 300. На уровне стоп-лосса, не доходя до него 5 пунктов, выставьте отложенный ордер buy limit, также со стоп-лоссом в 100 пунктов. Таким образом, вы попробуете, скажем так, войти в рынок и достаточно неплохо заработать. Причем 1 к 3, чтобы вы понимали, это к уровню 0,75. Если мы будем целиться с вами в направлении уровня 0,78, соотношение будет 1 к 6. А это уже очень-очень хорошо. И уровень 0,78 абсолютно реальная цель на данный момент. А, собственно, мы в комьюнити Forex Times точно так же по данному торговому инструменту будем действовать. Ну что ж, друзья, надеюсь, сегодняшняя лекция вам будет полезной. Еще раз традиционно в конце приглашаю в комьюнити. Напоминаю, что первая летняя неделя дисконт 50%.
Присоединяйтесь к комьюнити, вы никогда об этом не пожалеете. Я вам расскажу много ужастиков, которых в интернете не рассказывают, потому что YouTube и весь интернет кишит исключительно практически одними сказками. Присоединитесь к комьюнити Forex Times на наших с вами индивидуальных консультациях. Я расскажу вам очень много интересного, а главное полезного. А главное полезного. Ну что ж, друзья, всем тепла, радости и счастья, всем классного вечера и пока-пока-пока.